Всем привет от команды Pro Speed Flying. Сегодня у нас на обзоре долгожданный спидглайдер Ozon Rapides. Мы хотим сейчас изначально пройтись по каким-то техническим моментам, чисто по конструкции, а потом уже попробовать его пойти на горы, полетать и рассказать уже по летным характеристикам. Давайте начнем со свободных концов. Свободные концы, как всегда, они трехрядные, как на всех современных моделях. Они реально длиннее, чем у RS, к примеру. Это мне нравится для свупа, и скайдайверам многим понравится. Они оптимизированы под управление задними и средними свободными концами. Для этого их вот это колесико с креплением клеванты сделали немножко ниже, чтобы когда вы с клевантой на руке берете свободный конец, у вас клеванта не натягивалась. Потому что, например, на RS нужно брать и удлинять клеванту сантиметров на 10, чтобы можно было рулить задними рядами. Здесь это уже как бы продумано и предусмотрено. Это мне очень нравится. Стоят обычные рапиды. Система триммера идет на центральную, на АБ, на Б линию через двойной блок, чтобы еще более мягко изменять угол наклона, чтобы не проламывать там ступеньку, угол атаки крыла. Триммера простые, обычные. Ими очень легко пользоваться в полете. У них короткий хвостик, который фиксируется резиночкой, чтобы минимизировать возможность какого-то обматывания вокруг всех рядов. Единственный момент, который я заметил, что нужно вот эту вот резиночку, которая накрывает подвижную часть триммера, оставлять сверху. Иначе она пока новая, она может реально нажимать на этот эксцентрик, и вы когда проверяете, она может немножко протравливать триммер, поэтому оставляйте лучше ее вот так. Клеванта. Здесь она очень простая. Изначально она идет с пластиковой жесткостью внутри, которую я бы рекомендовал вырезать и вытащить оттуда, чтобы вы могли спокойно надевать клеванту на руку, как я показываю, и рекомендую вообще летать, потому что так у вас меньше гораздо шансов ее потерять где-нибудь на старте. Так, идем дальше. Стропы. Стропы здесь толстые и оплеточные. Это мне нравится, потому что они более защищенные, чем те же на RS или на флюиде втором. Там они реально очень тонкие, их, мне кажется, легко перебить какой-нибудь колючкой, куском льда или там, тем более лыжа. Здесь они гораздо более жесткие, и, мне кажется, прощают более грубое обращение с ними. Поехали дальше к конструкции крыла. Система крепления строп к крылу. По центру, где хорда длинная, здесь 4 точки крепления. Потому что много места и нужно держать крыло жестким. Они сделали 4-точечное крепление. А на краях, вот здесь, давайте посмотрим. На краях их всего 3. То есть А, Б, С и здесь уже клеванта идет. Тем самым оно там, где не нужно, они убрали лишние стропы и немножечко экономится сопротивление. А жесткость при этом всей конструкции сохраняется. Дальше здесь смешной маленький кузнечик сидит. Уходи. Здесь наша липучка для доставания всякого мусора из крайних секций, которые зашиты. В принципе, на всех крыльях это сделано, но на старых раньше не было, но штука нужная. Идем дальше. Крайние секции. 2 штуки зашиты, как обычно. 3-я такая узенькая, но уже открытая. Тоже, в принципе, ничего нового, как на всех современных спидиках. Жесткости в носу. Вставлены такие пластиковые мощные штуковины, плюс еще какая-то плотная здесь такая пластиковая типа проволочки стоит, которая держит жестким. Они засунули это в каждое ребро. Может быть, на маленьких размерах я бы делал через один для экономии места и объема, но конструкторам виднее, они сделали в каждой. В принципе, это добавляет еще больше жесткости крыла и немножко легкости наполнения. С этим вопросов никаких нет, все классно. В принципе, по конструкции крыла у меня больше нет никаких каких-то моментов, поэтому давайте пойдем на гору и протестим его. Okay, guys, see ya. See ya. See ya. Have a good one.
Ну, в общем, получилось у нас хорошенько полетать на рапидосах за этот выезд. Мы больше, чем 1,5 месяца здесь, и слетов где-то по 200 сделали на этих крыльях. Поэтому давайте подытожим, я расскажу, что мне понравилось, что не очень. В первую очередь, старт, наполнение крыла, контроль при наполнении. Ну, наверное, одно из самых удобных крыльев из этого класса высокого, потому что он не клюет вперед, он очень легко контролируется клевантами. И самое главное, огромная подъемная сила, поэтому можно будет брать даже меньший размер и улетать с такой же подъемной силой, как вы привыкли на своих Миражах, к примеру, или Флюидах 2. Поэтому старт тут без конкуренции вообще. Контроль крыла в полете. Очень длинный ход клевант и свободных концов. То есть свал отодвинут очень далеко, это как бы и на старте, и на приземлении, ну и в полете тоже пригодится. Очень резкая реакция на клеванты, нужно какое-то время, я даже привыкал после своего Миража, чтобы не перекручивать какие-то маневры. На свободных концах однозначно он реагирует активнее и резче, чем Мираж РС, но чуть слабее, чем Fluid 2. Какая-то такая середина, в принципе, меня она вполне устраивает. Может, бочки одну за одной не получится крутить на свободных концах, но именно вот как управление для Proximity для меня, наверное, самая такая золотая середина. Также управление весом у этого крыла очень такое отзывчивое. В принципе, можно просто все Proximity. Я рулю ногами такими резкими перепрыжками, и прям крыло кидает в нужный галс, как бы мне хотелось. Угол полета этого крыла достаточно пологий в сравнении с тем же Миражом РС, что на зажатых, что на отпущенных триммерах. Вот. Он, наверное, примерно такой же, как на Fluid 2. Вот. И у нас получалось улетать с очень дальних гор. Мы уходили на Hike and Fly, летали там глубоко в горах. И потом, чтобы не идти пешком 3 часа, мы улетали по супер пологой глиссаде. Также эту пологую глиссаду нужно обязательно учитывать на приземлениях, потому что реально очень легко перелететь всю площадку. Были уже такие моменты у меня, когда я приземлялся, буквально останавливаясь руками об дерево. И я бы рекомендовал, если площадка короткая, то приземляться на полузажатых триммерах или даже на полностью зажатых триммерах. Тогда у вас не будет столько энергии для свупа, и посадка, хоть он летит полого, но не будет этого пролета дальнего, когда вы приземляетесь. Еще хочется сказать по поводу такой сильной стороны этого крыла, это свуп. Несмотря на то, что дайв и глубина вот этой вот дуги довольно короткие по сравнению с РС-кой той же или с любым скайдайверским куполом, но ту скорость, которую он за это время набирает, легко использовать и эффективно использовать для свупа, для пролета. Получается очень, очень длинный пролет, хоть и скорость меньше, но классная штука, это реально машина для свупа получается такая. Ну и напоследок хочется сказать, для кого вообще это крыло. Я бы, наверное, порекомендовал его только high-performance пилотам, которые ищут какую-то золотую середину между агрессивным пилотированием и все-таки безопасными стартами с ограниченных площадок, где-то в горах, на Hike and Fly, когда непонятная погода, непонятный старт. Вот. Ну а если вам хочется реально, чтобы оно валило и там супер агрессивно пилотировалось, то берите на размер меньше. Стартовые характеристики и характеристики посадки позволяют брать такие размеры и улетать на размер меньше, чем обычные какие-то крылья. Поэтому просто берите меньше размер и летайте, жгите, но безопасно. Так что увидимся на полетах в горах. Пока!